Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Гориллыча Брюса, да. Будем продолжать на нем тестить бинт, но перед этим пройдемся по новостям, которые разрабы опубликовали. В общем, разработчики сказали, что в соло-боях, да, вот этих вот прекрасных, убирают новые трофеи, которые были добавлены. Как вы помните, в один момент прекрасно добавили новую систему трофеев, да, в командных и в соло-боях, оказывается, да. В соло-боях стало больше, в командных боях стало меньше. В итоге командные бои через пару дней вернули, а соло-бои такие оставались. И вот сегодня их, или вчера, уже убрали к прошлым значениям. Почему так? Разрабы говорили, что будут следить за ситуацией, смотреть на отзывы. Ну вот, такие вот дела. Идем дальше. Нам завезли крутую акцию. Акция по наградам очень крутая. Вы здесь можете с этим ознакомиться. 50 победителей получат новый смайл, 2000 гемов и 50 тысяч монет. Чувствуете количество призов, да? Не, ну, конечно, были акции, конкурсы, да, не акции. Были конкурсы получше, это все-таки тоже как конкурс, как бы. Ну, тут еще есть бонус небольшой. Если у вас вот есть, ну, тут, в общем, условия выполняете, там нужно будет сделать скриншот по итогу условий. И если вы делаете скриншот с одним из скином, либо дюк, с этим, ну, вот этот смокинг, либо радужный волшебный луи, то если вы попадете в эти 50 счастливчиков, вам еще накинут сверху 2 легендарных ящика. Вот такие вот дела. Я даже задумался по поводу того, чтобы поучаствовать в этой прекрасной событии. Ну, подумаю. Ну что ж, а теперь погнали в боец, играем командные бои. У нас прекрасный Брюс. Блин, еще раз лотик, так хочется. Ну ладно. Если что, заменим бинт на ботинок, если бинт себя будет не оправдывать. Просто я уже не помню, как был бинт на Брюсе смотрелся. Вроде он должен норм смотреться. Это ж бинт, по идее. Ну, в общем, непонятно. Сейчас будем разваливать, у нас ботов нету. Погнали. Погнали, ребята. Так, нужно лутать здесь сейчас бота. Как можно скорее. Генрусик здесь тоже что-то залутал. Бобер у нас убежал. Ого. Берите, ребятки, берите. Ну, тут, в принципе, что Генри, что Джейд. Неважно, кому доставался дроп. Так, эти там залутают. Тут разбиваем. Давай сюда. Аптечку лутаем. Если бы не Бобер неадекват, то, в принципе, у нас вроде команда хорошая. Вроде. Бобер очень странно. Он всех ботов пропустил. Ну, ладно. Не будем об этом. Аптечек тут дофига, конечно. Бобер здесь, походу, соло. Ты чё, офигел? Блин, ну дамаж это не просто капец, как, ребят. Ну, посмотрите, да? Эту дичь по дамагу. Так, ну, кстати, Зебра очень классно играет. Если бы мне сейчас помогли немного, а то меня сейчас шотнут. Нет, не поможет. Но мне уже хилиться нечем. Ну как, зубы вампира-то есть, да, не спорю. Отходим немножко, уворачиваемся. Закидываем гранатки сюда, под противника. Все-таки бинт хорошо отхиливает. Даже очень хорошо. Так, ну и нужно сейчас продамажить очень жестко здесь. Хамелёж здесь бегает, надо лутать аптечку, чтобы не досталось противникам. Лутаем еще одну аптечку. Видали? Блин, успел сбежать такие зебр. Опа, хамелеона словили. Или что это было, я не помню, он как-то выскочил просто на Джейд. Но тут как-то у нас не отыгрывает Бобер очень сильно. Он мог уже давно развалить тут всех. Он просто непонятной фигней страдает. Ну и противники достаточно интеллектуально развитые. Ну, по крайней мере, некоторые там вот. Хамелеон был неплох. Потом кто-то еще был. Но все-таки бинт меня спас. Бинт меня сейчас спас. Вот момент был, когда все разбежались. Да. Ну, Орел, короче, не подождал Джейд. Бобер у нас очень глупый, очень глупейший бобер. Мог бы реализоваться в 10 раз круче. Но он этого не сделал. Там еще луи, надо идти справа, Ну, видите, сейчас даже он пошел на воду драться соло против каких-то там челиков. Ну, очевидно, что нам сейчас нужна поддержка, но он пошел на воду драться. Кстати, хамелеон где-то сзади бегает, вот здесь вот. Нужно это учитывать. Ну, вот, как я и говорил. Все, до свидания, хамелеон. Добиваем. Лутаем аптечку и погнали к нашей команде. Надо им помогать. Ну, в общем, что по итогу? Бинт зарешал. В какой-то момент он мне отхилил почти full хп, пока мы держали дистанции.
И это было очень круто. Если бы не этот бинт, я бы не знаю, как мы, наверное, там выживали, потому что мне было нечем хилиться. Противникам тоже как бы особо было нечем хилиться. Но они были скилловы. Вот видите, как Зебра играет, да? Зебра красавчик. Он играет правильно, скиллово, как и должен играть Зебра. Правда, он играл, ну... Вообще, лучше бы было бы, что он подставился, конечно, но он не подставился тогда, когда надо было. И, кстати, у него нет еще первобытного инстинкта на Зебре. Ну, в принципе, ладно, бинт себя показал неплохо, но, опять же, был бы у меня ботинок, я бы, наверное, лучше сыграл. Именно в том моменте, именно в том месте. Я думаю, я бы дошел до куста, хотя я был далеко от кустов, в замесе. Очень сложно сказать, полезный был бы ботинок или нет, но ладно. Погнали дальше. У нас режим сменился. Стандартный стал. В общем, идем дальше. Наш Брюс тащит, нагибает. По поводу акции, кстати, вот там надо было сфоткаться возле каких-то флажков на карте. Я так и не понял, что за флажки, где у нас на карте флажки, в общем. Что-то я не осознал. Может... Не, ну это не то. Ну, в общем, не знаю. Не знаю. Странно, непонятно. Лута, кстати, нету. Даже с Луи с ботинком. Жесть. Один я без ботинка. Бред, конечно. Я знаю, что нужен ботинок, но, блин, хотелось пожить получше. Особенно, когда танчишь, и тебе что ботинок есть, что его нету, как бы... Танчить-то тебе не помогает. Надо какую-то гранатку залутать, а их нигде нету. А я без дефибриллятора, похоже, играю, да? Офигеть. Вот это я, конечно, дал. Надо было сделать дефибриллятор на Брюсе. Отлично, получается шотнуть. Правда, Брюс нас успел двоих шотнуть. Нормально так. Ничего такой Брюс. Блин, я не достал. Печалька. Да что ты такой живучий, Брюс? О, гранатка наконец-то появилась. Блин, я поздно захилялся. Ну, кстати, заметьте, у Брюса тоже бинт. И вот в таком замесе, когда тебя команда бросает, когда очень динамичный замес, и нет времени, так сказать, как бы это... Нет времени мансить, нет времени уворачиваться и отхиливаться с помощью бинта. Тогда да, тогда он бесполезен. Ну это как ботинок. Если кустов нет, то ты тоже бесполезен. Но в других случаях Брюс все равно полезен. Ну, имею в виду бинт. Ладно, у нас команда разделилась. Почему так, я не знаю. Надо бы играть командно. Пойдем хотя бы с этим, с Генриком. Остальные, я думаю, подтянутся уже. В принципе, я не знаю, что там по уровню на Никсах было. Но Генри, я знаю, точно нормального уровня. Луи точно нормального уровня. И вроде интеллект у них есть тоже. Поэтому я думаю, вдвоем как раз будет норм. Генри, давай играть вместе. Что ты там нашел? Легендарный дроп? Мертвый Джейд. Мертвая Джейд. На тебе стенку, Генри, бонусом. Получи. Но Генри тоже, видите, тянет, не юзает арморчик свой, ждет нужного момента, чтобы ошеломить противников. Я тоже раньше так делал, но теперь уже так не делаю. Да. Потому что иногда просто его не успеваешь использовать в слишком динамичных замесах. Капец, Никс полсекунды. А нет, кстати, у нас Никс норм, 14 уровень. Я ошибался даже. У нас Никс, оказывается, норм. Капканчик поставил я под себя. Правда, не знаю, сработал он или нет. Но он сработал, но никого не закапканил. Никого не закапканил. И все разбежались. Ну что такие разбегатели, а? Любители разбегаться. Печалька. Ну ладно, давайте захилимся, залутаемся. Ну опять ботинок тут помог. Блин, как же душно. Хочется использовать ботинок, но не может. Яра, ты куда собралась? Ну, в принципе, Яра тут уже шла умирать, в принципе, ничего особенного. Ну, мы победили. Ну, что-то я как-то в последнее время рад за командные бои. Они то ли стали лучше, то ли баланс стали делать нормальный. Почему-то мне конкретно подкручивают. Совпадение, не думаю, да? Наныл. Не, ну реально там такая дичь была, 10 боев, одна победа, такой думаешь, сидишь, такой думаешь, а как играть в командные бои? Ага. А потом бац-бац и как бы вот. Дают нормальную команду, и ты тащишь. Но опять же, не всегда дают команду нормальную. Ну блин, смотрите, я еще 1200 не взял, у меня 1000... 100 даже нету Брюса, а мне кидает адекватно. Видите? Как минимум по уровню сейчас начали баланс нормально делать, походу. Ну нет, ошибся. Наверное, все-таки как-то по рейтингу, но как-то и уровень учитывается, и рейтинг учитывается. То есть какой-то, может, комплексный сейчас баланс. Но он стал лучше. Хотя бы адекватные игроки попадаются. Они хотя бы кнопки нажать могут, понимаете? Я очень рад, что они кнопки могут нажать. Даже не представляете, как я рад за это. Понимаете? То, что они бегают вместе, кнопки нажать могут, да? Этого уже как бы за глаза.
Я уже очень сильно рад. То есть мне больше не нужно, пока что. На таком рейтинге больше не нужно. Это уже на рейтинге, наверное, 1500 плюс. Там уже нужен, ну, и предметы нужны крутые, и умение ими пользоваться, и, опять же, чтобы вся команда была на мобильности очень жесткой. Да, ну, в общем, много чего нужно, чтобы там доминировать. Опять же. Здесь сейчас вообще пофиг. Просто бегаешь и нажимаешь кнопочки. И уже этого хватает для победы. А там, да, там нужно будет прям душиться конкретно. Но оно того стоит, потому что награды, как вы знаете, у нас чем выше рейтинг, тем лучше. Под рейтинг сложнее апать, но ради наград можно. Итак, у нас почему-то змея сбежала. Нам бы она очень помогла, потому что у змеи есть очень жесткие мувы. Я не успел похилиться. А нет, успел. Какой стан, стяжечка, блин, вторую аптечку не успел нажать. Змея, ну где ты шляешься, бесполезная ты земноводная. Или какая она, рептилия, во. Ну капец, ну просто посмотрите, одно попалось в команде, не... Косточка с ботинком на змее. Не дефибриллятор, ничего, косточка с ботинком. Спокойно. Вот, о чем я и говорил, да? Вроде смотришь, вроде думаешь адекватные. Ага, а они просто скрываются. Они эти, любители сидения в кустах. Ну что ж, ребятки, могу сказать по поводу Брюса. Мы еще не закончили, мы сейчас еще отправимся в один бой, но... Наверное, дефибриллятор штука пополезнее будет. Как ни крути, хоть и хочется жить побольше, но, как вы видите, когда тебя шотают, жить не получится. Хотя, блин, там такой замес был. Я залетел, всех стянул, лев стан кинул. Ну, правда, через время не все сразу было. Ну, так хорошо все было, так хорошо. Если бы лев не отбегал, а дамажил, если бы еще никсы мои две штуки дамажили, да, которые... Ну, блин, гранату кинуть в толпу, это сложно очень, да? Поэтому никсы это не смогли сделать. И змея бы еще там была, которая тоже кинула бы гранату в эту толпу и дробовичком бы сверху. Мы бы шотнули. Но, парам-парам-пам, ребятки, да. Ну, как бы 1400 плюс абузеры. Заметьте, они отправляют своих, свои окна в другие команды, чтобы они слились и не мешали им. Видите? 3 окна у них, то есть они сейчас вдвоем. Это типа, это знаете, как фора, наверное. Потому что они сейчас отправили. Но это и минус, и плюс одновременно, потому что мы теряем время, пока ждем, когда этот чел умрет. Да? А это все отнимает время на лутание. В этот момент мы могли бы полутаться хорошо, но мы этого не делаем, потому что нам нужна аптечка и все дела. Так, здесь мы убиваем. Еще этого убиваем. Так, там вижу бота легендарного. Никс его пытается убить. Ладно, пусть черепах берет. Хотя ему оно бесполезно. Он же будет с дальнего боя все равно играть. Ну, посмотрим. У него есть отброс. Точнее, отброс. Отброс. У него есть... Блин, у меня гранат нету. Как мы будем драться без гранат? Как будем драться без гранат? Я не понимаю. Бинта бы сейчас мне. Ну, посмотрите на этого черепаха дерзкого. Капец, какой дерзкий черепах. А мне гранат нет, мне гранат... Да какой меня зацепил, ну? Бесит. Да ну как это? Он же мне даже не продамажил. Что за дичь? Какая дичь? Надо срочно гранату где-то достать. Задолбал меня, черепах этот. Как же он бесит. Во, гранатка какая-то. Да ты задолбал! Ну вот отстань от меня, дай гранату золотую. Сейчас с тобой разберусь, приду. Блин, у нас Никс сумер. Как он... Зачем он туда убежал? Мы же тут все были. Вы же больные. Ну почему? Опять начали. Только похвалил баланс. Думал, стал лучше. Ага. Стал. Взял, поднялся и убежал. Да. Ну что посказать, ребят. Такие вот дела. Так, сейчас еще одну аптечку золотать, ребята. Все, у нас фулл по аптечкам. Что такое? А что, врываемся, ёпта, бандиты? Блин. Ну помогите. Я в бочке умер. Они без... Они там 0 дефибрилляторов. 0. 0 дефибрилляторов. Да сядь ты. Да ну, кенгуру резни, ну. Так, хилимся, живем.
Не, Бак слишком по аптечке выезжает. Просто забейте. Просто забейте. Просто один дефибриллятор на всю команду. Ладно, у меня еще был один. Ну вот почему у них Бак может отхилиться? Почему моя команда просто не может попасть в Бака гранатой или чем-нибудь? Он же на одном месте стоял подо мной. Ну, как это сложно. Фух, у меня шея хрустнула. Такого эпичного замеса. Ладно, ребятки. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. В принципе, было ожидаемо, что меня Бак вытащит, потому что это Бак Зуба и Вампира. Ну, только настоящие игроки наверное, берут на Бака Зубы Вампира, а гении берут на него Сандали Святого и проигрывают бои. Такие вот дела. В общем, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.